Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Ваше ближайшее будущее. Таро на неделю с 16 по 22 сентября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем реалистами, безусловно. И у нас сегодня две колоды поддержки патронажа ангелов и оракул ангелов. Мы на оракуле узнаем совет и откроем в самом конце нашего расклада. Для тех, кому более интересная неделя, у нас такая необычная, поскольку 18 числа лунное затмение, которое откроет коридор затмений. И это будет длиться, или эти энергии, до 2 октября. И кому более интересно, я приглашаю перейти в описание под видео, в инфобокс. Я оставлю как и ссылку на свой сайт, на статью. Я уже оставляла в сообществе. И одновременно вы можете перейти вообще на сайте, на моем найти как и планетарные гороскопы, так и статьи по психологии. Ну или то, что вам интересно. Есть у меня там и такие моменты, которые, как статьи о символах. Может быть, для кого-то эта тема тоже интересна. А мы идем вперед. Итак, что важно знать для вас, мои дорогие стрельцы, на неделю с 16 по 22? Чего не избежать или возможные неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Какие энергии? Что же вам будет помогать? Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег на неделю. И личная жизнь, как видят карты, что подскажут. И совет у ангелов спросим. Задумайтесь, что у вас сейчас как бы в приоритете. Вот самое важное. Не эмоция, а какое-то, может быть, дело или то, что вы бы хотели осуществить. И, возможно, как раз будет подсказка. Итак, что же для вас будет важно? Для вас будет важно надеяться на самого себя. Может быть, некоторые еще информационный хаос, и от вас это потребует правильно, как и работать с информацией, так и определить, могу я чему-либо доверять, если мы про новость, или конкретному человеку по этой карте. Иногда проходят люди, которые нам что-то обещают, но понадеяться мы на них не можем. Первое, и человек не поставит ваши приоритеты выше своих собственных, или где-то это может быть ненарочно, у него какие-то события в жизни могут случиться, и ему придется какие-то обещания, данные вам пересматривать, или в принципе человек относится легкомысленно, но вот с какой-то неопределенностью по части людей вы можете столкнуться, словно нужно быть к этому готовым и держать какой-то свой фарватер. Не надеяться, может быть, что какой-то вопрос решится сам по себе. Вообще могут быть и как какие-то слухи или досужие мнения, а вам нужно вот выбрать как квинтэссенцию что-то основное из информационного потока. Еще одна пятерка. Вас как будто могут сводить с пути истинного, мои дорогие стрельцы. По пятерке пентаклей или пятерка земли два направления. Это финансы и взаимопонимание, чему, может быть, придется уделять как раз и внимание. Если мы говорили, что пятерка огня или пятерка жезлов, она может свидетельствовать о том, что ну, как какая-то турбулентность сама по себе, то в неожиданностях это может быть как сбой в планах, и вас это где-то, ну, не просто разочарует, а, как, знаете, вы можете рассматривать как препятствие. Но, повторюсь, две карты мелкие, нет каких-то препятствий для вас реальных. То есть, в принципе, на этой неделе вы будете или можете зависеть. И, кстати, планетарно это тоже так же. Потому что, ну, как преддверие вот этого коридора затмений и огненные знаки, вы, словно губка, можете впитывать настроение окружающих. А за период лунного затмения разное поведение. Поэтому для кого-то какие-то резкие эмоции в виде, допустим, разочарований, плача, это не вашего плача, это со стороны. Кто-то, да, вам может приносить лишнюю для вас информацию, может быть и так, воздействуя на вас.
И вы можете очень остро воспринимать, вот чувствовать эти энергии. Кто-то, наоборот, может стать более агрессивным или настаивать на чем-то на своем. Поэтому для вас будет очень важно держать свою концепцию. Как и в плане настроения, так и, может быть, по финансам. Две пятерки, то есть есть какая-то некоторая неразбериха, и, может быть, это будет разочарование, с тем связано, что, ну, у вас не получается осуществить именно так, как вы это хотите, понимаете? Тут что-то перестраивается. И еще одна, посмотрите, пятерка воды уже у нас идет, или пятерка кубков, пятерка жезлов, пятерка пентаклей, пятерка кубков. И нам говорят, что открой глаза, буквально, чему сейчас не время. Не время, все то, что я только что до этого сказала, не время находиться в чужих как будто эмоциях. Это вас все сбивает с ваших личных настроек. Или есть какое-то разочарование даже, да, мои дорогие, у кого-то может быть и в личной жизни. Может быть, это история, которая уже тянется какое-то время. И она тогда выходит на какую-то финишную прямую. Вы можете узнать какую-то тайну, кстати, с учетом пятерки жезлов. Это может прийти какая-то новость, которая вас заставит что-то передумать или принять какую-то реальность. Вот здесь именно реальность от начала до конца. И тогда, если мы по личной жизни, есть какое-то разочарование или по отношениям что-то не случилось, не сложилось, не срослось, то над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Ну вот как-то так. Что вам будет помогать? А вот как раз посмотрите, у вас ведь все хорошо. И если посмотреть беспристрастно, без эмоций, у вас получается десятка воды или десятка кубков. Это карта радости, это карта, как и взаимопонимания, это в целом благополучие, в том числе где-то и финансового тоже. То есть ваша прочная позиция. Вы как раз, может быть, и будете своеобразным третейским судьей, кто-то из вас, когда вам придется кого-то мирить или вам придется решать какие-то вопросы, мои дорогие стрельцы, где-то сдерживая себя за счет вашей сильной позиции и выравнивая какую-то ситуацию или принимать какое-то соломоново решение, может быть и совет кому-то давать, но вам будет помогать ваша уверенность, безусловно, и когда вы настроены на то, чтобы, ну, больше что-то сохранять, нежели разрушать. И в первую очередь себя самих сохранять. Отталкивайтесь от вашего благополучия. Может быть и люди. Все же десятка кубков, нам семья показана. И для кого-то есть и близкие. Может быть это и друзья, которые едва ли не ближе, чем родственники. Так тоже бывает. Но это все то, что вам помогает. Все то, что надежно. А то, что эфемерно, приходящее. Или как буквально какие-то досужие домыслы. Или открывшиеся тайны. Ведь, понимаете, тут у нас будет та ситуация, которую вы могли просто не знать. Вы какое-то время в ней уже жили. И пусть это даже в чем-то для вас какая-то новость, но значит просто время расставить все по местам, что скрыто. У нас выпадает король жезлов, и в вашем отношении это ваше решение. И это решение без действий. Значит, вас словно судьба подталкивает к каким-то важным выводам, за которыми последует, ну, какая-то новая либо стратегия, тактика именно ваша. Хотя и для кого-то из вас это может быть идеальное время, к примеру, вы можете на работе даже быть в центре внимания, потому что вот эти энергии лунного затмения или коридора затмений, они могут сопровождаться некоторым хаосом на работе. И, может быть, вы будете единственный здравомыслящий человек, я могу такое предположить, и к вам будут обращаться за советом, или на вас, мои дорогие стрельцы, могут ориентироваться, что вы, ну, вот так где-то благородно примите чью-то точку зрения, но ее нельзя поддерживать, потому что информационный хаос все-таки у вас выпадает. Здесь нейтралитет лучше какой-то занять. Но вы можете увеличить свои позиции, увеличить свою зону словно влияния за счет того, что, ну, наверное, когда всем остальным сложно, а вы в какой-то тяжелый период, пусть даже работа, сохраняете спокойствие, то это тот вот харизматичный лидер и получается, на которого можно понадеяться. Или тот даже, когда
ситуация совершенно непонятна, он четко может все расставить по местам. Вы можете построить карьеру или сделать какие-то первые шаги. Вот что скрыто. Даже возможность к вам может приходить совершенно альтернативным путем. То есть через какой-то минус для окружающих. Вот это для вас важно. И посмотрите, а тут какая-то любовь, может, или личная жизнь, но, безусловно, карта дуальная. Поэтому для кого-то из вас это могут быть важные решения по части личной жизни. Выпадает на дела, работу, бизнес, и это означает и документы, к примеру, тоже. Поэтому вы можете оформить ваши отношения де юре. По этой карте у нас вообще, в принципе, партнерские отношения проходят. И поэтому, если мы перекладываем на работу, на бизнес или на партнерство именно по части каких-то свершений деловых, то тогда умение договориться. И карта подтверждает все то, что я сказала. Но еще и есть как будто человек, который вам отвечает искренностью. Здесь у каждого по-своему, но, наверное, ваша будет сильная позиция именно в вашем благородстве и умении занять нейтралитет. И даже если вокруг вас ситуация напоминает хаос, ваша сильная позиция расставить все как-то по местам, структурировать. Причем без обвинений вы можете оказаться в такой ситуации, когда двое ссорятся, мои дорогие. И действительно вы будете словно третейский судья, пусть это по работе. Но договориться, что-то согласовать, вот эти добрые энергии, ведь это диалоговая карта или карта дипломатии. Ну а если по личной жизни, это карта искренних отношений. Искренность, надежность – это основа всех ваших дел, свершений как в личной жизни, так и на работе. Посмотрите, какие хорошие карты. Хотя вначале нам выпадает какая-то неразбериха, недостаток, да, всегда пятерка – это недостаток. И на деньги, сами по себе деньги – одна из лучших карт. В колоде продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Это может быть и получение денег, или вообще нам карта говорит, деньги есть, деньги будут. Но и правда для кого-то может означать получение новой должности или какие-то новые способы заработка. Потому что на карте нам показан профессионал, который занимается тем, что для него хорошо знакомо. Тот, который не отказывается от каких-то новых форм сотрудничества. Есть такое вот как будто девушка наша что-то доизучает, исследует, детализирует. Есть такое по этой карте тоже. И поэтому на преувеличение, на сохранение каких-то теперешних позиций и, опять же, новых честолюбивых планов, которые вы можете добавить на этой неделе и увеличить, может быть, ваш доход. Ну, прекрасная карта и прекрасной энергии. В личной жизни паш воды. И нам говорят о чувствительном человеке. И правда, вы можете чувствовать вот это настроение окружающих. Вы можете чувствовать и настроение ваших близких. Для тех, кто в паре, могут прийти какие-то новости, может быть, от ваших детей. Вы можете успокаивать ваших детей, кстати. И вы видите тогда очень мудро какую-то ситуацию, хотя она эмоциональна и влияет на вас. Но она влияет в том контексте, что как что-то новое или что-то меняется в жизни вашего даже, может быть, взрослого ребенка. И вы понимаете, с одной стороны, хотелось бы, мы все хотим нашим детям самого лучшего, но и есть какая-то закономерность. То есть вы видите причину и следствие сложившихся каких-то обстоятельств. У вас очень хорошо будет работать еще и интуиция, но вот эта карта еще и доброты, взаимопонимания где-то. Поэтому любые острые углы вы можете сгладить. Для кого-то из вас, для тех, кто один или одна, мои дорогие, может быть и знакомство, как отношения, которые, практически с нуля. Новый человек. Для кого-то из вас влюбиться в человека, который моложе вас. И так тоже может быть благополучные энергии, тем более вверху у нас десятка кубков. Давайте откроем карту. Совет. Если ты веришь, для вас самое главное – верить в то, что вы хотите осуществить. Или если вы какое-то намерение себе поставите в цель, где-то исследуете и наметите план, будете готовы
корректируйте свои планы, ведь нам тут о коррекции говорят, то тогда самое главное, вот, наверное, то, что вот мы в самом начале нашего видео сказали, есть намерение, и вы задумали уже что-то, вот, чтобы у вас это реализовалось в вашей жизни. Поэтому даже если придется какие-то планы корректировать, у вас получится, от вас ваша вера важна будет. Давайте я достану еще одну карту, что это нам скажет. И нам здесь говорят о процветании. Конкретно карта изобилия, процветания. Поэтому решение каких-либо финансовых вопросов со знаком плюс по этой карте, это могут быть еще и семейные вопросы, которые тоже, даже несмотря на любую сложность обстановки или ситуации, вы, вот именно вы лидер, понимаете, мои дорогие стрельцы, на этой неделе. Но это от вас потребует, с одной стороны, мягких энергий, с другой стороны, корректировать планы, чтобы не упустить какую-то возможность. И, безусловно, у кого в центре вашего внимания находится какая-то финансовая история, то как раз вы можете решить или закрыть даже какую-то финансовую брешь. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.